Добрый день! Сегодня мы с вами рассмотрим завиток с утолщением. Такие завитки могут быть разной длины, основное это их утолщение у головки завитка. Этот завиток был связан для композиции веточка лилии. На фото вы видите только фрагмент. Кстати, на всю композицию есть подробный пошаговый видеомастер-класс в закрытых группах в соцсетях. Он платный, все подробности в описании к видео. Итак, рассмотрим его более подробно в рамках бесплатного цикла видео-мастер-класса для начинающих на YouTube. Завиток хорошо держит форму спирали. В композиции же уже раскладываем и придаем ему ту форму, которая нам необходима. Основа шнур-гусеничка, длина 36 см, ширина около 4 мм. Шнур связан из натурального шелка, метраж 3000 метров на 100 грамм в 5 сложений. Рабочий метраж получается 600 метров на 100 грамм. Крючок 0,9. Рассмотрим ход работы. Обвязывать мы будем глянцевой нитью. Начнем с конца завитка. Провяжем цепочку из соединительных петелек через каждую боковую петельку гусенички с небольшим натяжением, не довязав до конца шнура 55 боковых петельки гусенички. Дальше будем вязать постепенное утолщение. Сначала столбики без накида, затем укороченные столбики. Основа утолщения столбики с одним накидом и снова столбики укороченные и столбики без накида. Затем провяжем 10 петелек соединительных очень плотно, закрутим завиток из 12 петелек и после этого обвяжем внешнюю сторону шнура зигзагом. Присоединим нить с этой стороны, а закончим уже с этой стороны. То есть оба конца нити у меня будут с этого конца шнура. Поэтому присоединяемся с того конца, где у нас одна ниточка, так как с другого конца у нас уже 5 ниточек. Это делается для того, чтобы не было лишнего утолщения при заправке ниточки. Присоединили глянцевую нить обвязки. Сейчас через каждую боковую петельку гусенички будем прокладывать воздушную петельку, и у нас получится такая цепочка из воздушных петелек, или можно ее еще назвать цепочкой из соединительных петелек. Нить рабочая протягивается одновременно через боковую петельку гусенички и петельку на крючке. Прокладываем цепочку с очень легким натяжением. Нам здесь главное не стянуть, но в то же время придать небольшую вогнутую форму. Прокладываем цепочку, не довязав до самого конца 55 боковых петельки гусенички, которые будут приходиться на сам основной завиток. Итак, провязали, старались сильно не стянуть, но немножечко форму она держит. Сейчас нам нужно будет уже вязать с большим натяжением. Мы приступаем к утолщению. Здесь очень важно придать ему сразу нужную форму. Через первые 4 петельки мы провяжем 4 столбика без накида. Вводим крючок, вытягиваем петлю на крючке 2, провязываем их 2 вместе. Снова вводим крючок в боковую, вытягиваем петелька на крючке 2, провязываем их вместе. Стараемся постепенно усиливать натяжение. Обратите внимание, что уже начинает закручиваться чуть-чуть сильнее. Следующие 5 столбиков провяжем укороченными. То есть они должны быть чуть-чуть повыше, чем столбик без накида, но чуть-чуть пониже, чем столбик с одним накидом. Для этого накид, ныряем в боковую петельку гусенички, на крючке петелька, накид, петля и провязываем все вместе, все 3 за один раз. Накид, вводим крючок в боковую петельку гусенички, вытягиваем петельку, на крючке петля, накид, петля, провязываем все 3 вместе за один раз.
Постепенно утолщение становится шире и завиток также закручивается. Дальше провяжем 15 столбиков с одним накидом. Накид, вводим крючок в боковую петельку гусенички, вытягиваем петельку, провязываем петельку и накид. На крючке 2 петельки и теперь провяжем эти 2 петельки вместе. Провязывая столбики с одним накидом, нам важно очень следить за натяжением нити. Обратите внимание, что вот по верхнему краю столбиков вот цепочка из этих петелек, она должна быть очень плотненькой. То есть самую последнюю петельку мы не вытягиваем, она короткая. При обвязке у нас уже должен появляться естественный изгиб. Итак, провязали 15 столбиков с одним накидом. Это у нас основа утолщения. И теперь нам нужно будет снова симметрично, как с самого начала, убавлять. То есть провяжем сейчас 5 столбиков укороченных. Дальше провязываем 4 столбика без накида. Расправляйте получившееся утолщение, посмотрите, чтобы оно сразу придало нам форму, потому что дальше нам уже исправить будет невозможно. Если вам оно не нравится, то перевяжите сразу. Следующие 10 петелек нам нужно будет провязать соединительными, но с очень сильным натяжением, так как у нас все ближе головка завитка. А чем ближе к ней, тем завиток должен быть более закрученным. Если вам сложно следить за натяжением тем же крючком, поменяйте его на более тонкий, на 0,75, например. Провязали 10 соединительных петелек очень туго, завиток завивается еще сильнее. И осталось нам сейчас набрать на крючок одновременно 12 петелек. Так, первая петелька. Вводим крючок в боковую петельку гусенички, вытягиваем вторую, затем третью, четвертую и так далее. Стараемся, чтобы петельки у нас все были одной высоты. На крючке 12 петелек, сейчас мы их провяжем все вместе. Обратите внимание, что головка крючка направлена строго вниз, чтобы не зацепить ни одной петельки. Сейчас нам нужно будет очень плотно провязать воздушную петельку, чтобы закрыть эту петельку плотно. А дальше мы будем уже обвязывать по внешней стороне шнура зигзагом. Первый раз вводим крючок под 2 петельки шнура гусеничка, затем воздушная петелька, дальше уже через каждую боковую петельку гусенички, соединительная, воздушная, соединительная, воздушная, соединительная,
Рассмотрим, что же у нас получилось. Вот такая вот головка завитка закрученная. Форму уже держит хорошо. И теперь нам осталось проложить по внешней стороне шнура обвязку зигзаг. Обвязка зигзаг — это чередование воздушной петельки и соединительной. Здесь нам важно не стянуть. Обвязка должна быть свободная, даже можно сказать немножечко рыхлая. Соединительная петелька, воздушная. Соединительная петелька, воздушная. Зигзагом мы провяжем по всей длине шнура до самого конца. Благодаря тому, что у нас обвязка зигзаг расслабляет одну сторону шнура, а обвязка соединительными петельками подтягивает, у нас завиток держит хорошо форму. Завиток готов, осталось спрятать концы нитей с обеих сторон шнура. Прячем мы иглой вовнутрь шнура с изнаночной стороны. Вводим в шнур, затем в одном направлении, здесь можно миллиметров 5, затем в обратном направлении также миллиметров 5, может даже меньше чуть-чуть. Таким образом мы укрепляем нить. И снова в противоположном направлении, но здесь уже нам придется за несколько раз в одном и том же направлении. Чтобы конец нити здесь у нас не выбежал. То есть вывели сюда, сюда и снова сюда. Нить обрезаем, завиток готов.